Приветствую всех на моем канале! Сегодня я подготовила для вас видео о зеркальной патали. Несмотря на то, что это очень классный, легкий в использовании материал, тем не менее можно совершить ошибки, используя его неправильно. Сейчас у меня на золочении вот такая вот объемная интерьерная картина, и на ее примере я буду рассказывать, как я делаю золочение. Первое, что я делаю для качественного золочения, это покрываю объемный элемент акриловым лаком, чтобы паталь хорошо ложилась на объемный элемент. Клей для патали у меня на водной основе, он белого цвета, но при высыхании становится прозрачным. Это несколько неудобно для меня, поэтому клей я подкрашиваю. Можно использовать желтый колорант или немного желтой акриловой краски. Кстати, меня удивил вопрос о том, делаю ли я клей сама и из каких материалов. На самом деле я не думаю, что есть смысл делать самостоятельно клей, когда он продается, свободно продается в художественных магазинах, на маркетплейсах. Качественное золочение также зависит от качества вашего клея. Имейте в виду, что клей на водной основе имеет свойство густеть со временем. Когда вы покрываете работу густым клеем, то на работе могут появиться своеобразные катышки. Это излишек клея, который нам не нужен. И этот излишек будет виден под паталью. Это не очень качественно, не очень эстетично, поэтому разбавляйте клей водой. Естественно, если у вас клей на водной основе. А сейчас небольшое объявление для тех, кто хотел бы себя попробовать в новой технике. Вот такое вот панно с этим золотым деревом может выполнить любой. Мастер-класс по этой работе состоит из 7 подробных уроков. Кроме этого, вы получите чек-лист со всеми материалами и мою обратную связь. А еще у меня есть большой мастер-класс и по этой эффектной работе. На своем обучении я рассказываю все свои секреты, поэтому если вас заинтересовали эти работы, пишите мне в Инстаграм, расскажу более детально. Что главное в клее для патали? Конечно же, его липкий слой. То есть после того, как вы нанесли клей на поверхность, вам нужно выждать определенное время, 15 минут, 30 минут, надо смотреть, что написано на этикеточке, да? И потом должен образоваться липкий слой. То есть вы трогаете пальчиками и чувствуете, что как они прилипают к работе. Это значит, перед вами хороший клей для патали. Кисточка. Кисточка должна быть с хорошим ворсом, то есть вы должны понимать, что если у вас ворс в разные стороны, соответственно, клей может появиться там, где его быть не должно, и, соответственно, все, что клейкое, к этому паталь приклеится, поэтому кисточка должна быть с хорошим ворсом, не забывайте это. А теперь переходим к патали. После того, как у вас образовался липкий слой, можно переходить уже к золочению. Посмотрите, какая прекрасная паталь, как она блестит, переливается. И кроме этого я могу спокойно трогать этот лист патали руками. Окисление не произойдет, потому что в зеркальной патали нет частиц металла. Теперь также обратите внимание, как я выкладываю листы на работу. Глядя на то, как я выкладываю паталь, вы можете подумать, что я не очень экономный художник. Вы видите, что здесь я выкладываю листы друг на дружку, внахлёст. То есть я не экономлю паталь, то есть у меня нет такого, что стык в стык. Если вы начинаете экономить, да, то есть один листочек на один какой-то участочек и сверху не накрываете еще дополнительным листочком, то так как здесь у вас объемная часть, паталь будет рваться. И будут образовываться такие трещины, и эти трещины потом будут видны. Поэтому, если вы хотите получить сплошное золотое покрытие, как будто это слиток золотой, да, расплавили и полили на эту часть, то тогда нужно еще сверху докладывать листочек, чтобы этот листочек уже закрывал вот эти трещинки, чтобы покрытие получилось у вас ровным и однородным. После того, как я выложила паталь на работу, я беру вот такую мягкую флейцевую кисть с мягким ворсом и окончательно прижимаю листы патали к работе такими свободными движениями, мягкими, чтобы не поцарапать покрытие. А на этих кадрах вы можете видеть те самые трещины, да? Если у вас здесь один лист патали, то будет вот такой результат, потому что высота объема у вас разная, и, соответственно, паталь будет рваться. Поэтому не жалейте паталь. Если хотите хорошее покрытие, выкладывайте дополнительный лист. И теперь логически мы подходим к следующему вопросу. А как же убрать остатки патали с работы? На самом деле это дело непростое. И однажды я за свой способ
То есть тот способ, который я использую для того, чтобы убрать поталь с работы, я получила негативный комментарий. Вот смотрите, на этих кадрах я вам показываю, как рассыпается поталь, буквально в пыль. У классической металлизированной потали такого эффекта нет, она все равно хлопьями разлетается. Здесь же, вот посмотрите, на самой кисточке прям вот пыль, золотая пыль от потали. Ну, собственно говоря, плюс в этом есть то, что вот эти вот пылинки, они закрывают все вот эти микротрещинки, и у вас получается литое покрытие. Эти излишки потали можно попробовать убрать чистой кисточкой. Вот как видите, я пытаюсь что-то убрать. Не совсем получается. Может быть, крупные листочки убираются, но вот эта пыль, она все равно остается на работе. В качестве альтернативы можно использовать малярный скотч, то есть можно им попробовать убрать вот эти частички, но тогда есть вероятность того, что липкий слой останется на холсте. Так вот, мой стопроцентный способ убрать все излишки потали — это пылесос. Я использую вот такую вот насадку для мебели, и очень быстро, эффективно и без проблем убирается вся поталь. Еще один такой очень интересный и неоднозначный вопрос — это нужно ли покрывать лаком поталь. Если мы говорим о металлизированной потали, то здесь, конечно же, без вопросов. Нужно покрывать специальным лаком работу, иначе в ближайшем будущем вы получите некрасивые коррозийные пятна. Но если мы говорим о зеркальной потали, которая не окисляется, то здесь вопрос на усмотрение художника. Лично я предпочитаю покрывать лаком работу для того, чтобы было защитное покрытие, для того, чтобы все частички легли хорошенечко, ровненько на этот слой, чтобы никаких чешуечек не было. Ну, кстати, вот в данном случае здесь еще не покрыта работа лаком. И в принципе можно было бы оставить и так, но иногда бывает при ближайшем рассмотрении видны какие-то вот такие чешуйки от потали, поэтому все-таки я буду покрывать эту работу лаком. Еще один спорный момент, каким лаком покрывать, шелачным или же акриловым на водной основе. Я ни с кем спорить не буду, я покрываю обычным акриловым лаком. И выглядит все прекрасно. Посмотрите, какой результат, какое покрытие. Все-таки на металлизированной потали вы такое литое покрытие не получите. Вот за это я люблю зеркальную поталь, за вот качество такого покрытия. И, собственно говоря, нет смысла работать на другой потали. Конечно же, есть те, кому нравится классическая поталь, но мне зеркальная. Если вам понравилось это видео, если информация, которую я рассказала, вам была полезной, поставьте, пожалуйста, лайк. Если же есть еще какие-то моменты, о которых я не рассказала о потали, пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить.